Привет, друзья! Лау Карл Леонг родился 1 августа 1936 года и сразу оказался в мире боевых искусств. Его отец был известным актером и мастером единоборств, чьим учителем был Лам Сай Винг, который в свою очередь был учеником легендарного, но вполне реального Ван Кфэй Хунга. Лам Сай Винг изучал у Вонга стиль кулак Хунга, и потом он передал его Лао Чану. Затем он передал свои знания Лау Карл Леонгу. Лао изучает боевые искусства с 7 лет, и уже в ранней юности он попал в киноиндустрию. В течение многих лет он оттачивал мастерство, работая каскадером, а также исполняя второстепенные роли. Следуя этим путем, он достиг звания постановщика боевых сцен. В 1963 году Лао объединился с выпускником пекинской оперы Тонг Каем, и вместе они поставили боевые сцены в фильмах «Южный дракон» и «Северный феникс». Успех был настолько велик, что потом они еще часто объединялись для постановки боев. Тонг специализировался на боевых сценах с массовкой, в то время как Лао работал с поединками 1 на 1. После этого они были приглашены на крупнейшую студию Шо Бразерс, где начали работать с режиссером Чангом Чо. Они ставили поединки в большинстве его мегахитов. Их хореография резко изменила кино Гонконга. Она была сложной и мощной, а также стремительной и правдоподобной, прописанной в деталях для каждого героя и абсолютно не похожей на все, что делалось прежде. Далее Лао предложил Чангу идею сделать фильмы, основанные на мифах о Шаолине и его легендарных героях. Лао также считал, что исполнение хореографии поединков максимально правдоподобным способом оздоровило бы жанр и сделало бы его максимально интересным для всех зрителей. Наконец, в 1975 году, после размолвки с Чангом, Лао снял свой первый фильм под названием «Духовный боксер». С самого начала стало ясно видно, что Лао решил идти в другом направлении, нежели Чанг. В его фильмах было меньше мужского начала, и он часто работал в комедийном жанре. Лао понимал, что предыдущие кунг-фу фильмы заканчивались слишком предсказуемо, с их неизменной финальной кровавой баней. Он полагал, что концовка могла бы быть менее жестокой и более поучительной. Как настоящий мастер боевых искусств, Лао лучше любого другого знал, что цель боевых искусств – утверждение жизни, и они вовсе не являются инструментом смерти и разрушения, как это показывалось в кино предыдущего десятилетия. Он хотел снимать кино с целью поддержать истинное китайское боевое искусство и показать и рассказать о его многих не столь очевидных гранях. Пару лет Лао был невероятно популярен, и его фильмы были лидерами по кассовым сборам за год. Также он был признан кинокритиками подлинным родоначальником жанра. Однако, когда кунг-фу комедии Сэма Хунга и Джеки Чана ворвались на экран, Лао стал терять свою популярность, а его кино начало казаться устаревшим. Его фильмы затмили дерзкое и акробатическое действие, принесенное в кино новым поколением молодых актеров, которые черпали свои идеи непосредственно у Лао, развивая его замыслы. Несмотря на большие проблемы в своей карьере, которые он преодолевал с начала 80-х годов, след, который Лао оставил в кино Гонконга, просто огромен. Он был самым первым постановщиком боевых сцен, ставшим затем режиссером, проложив таким образом путь новому поколению производителей кунг-фу фильмов. В каком-то смысле он вытащил жанр кунг-фу боевиков из болота посредственности, вдохнув новую жизнь и сделав его мощным и динамичным направлением. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.